В одном из старейших университетов Бостона, в аудитории с потрескавшимися стенами, которые хранили следы мела и нескончаемых формул, проходил обычный день. Профессор высшей математики, доктор Уильямс, читал лекцию о сложных интегральных уравнениях. Атмосфера была напряженной, студенты, наклонившись над своими тетрадками, старались уловить хотя бы малую толику знаний, которые им предстояло запомнить для предстоящего экзамена. Они ощущали давление, которое исходило не только от самого материала, но и от стремления не подвести себя и своих преподавателей. Лекция продвигалась вперед, и внимание слушателей рассеивалось. Вдруг один из студентов в порыве неосторожности уронил коробку с мелом. Кусочки белого порошка, словно снежный буран, рассыпались по полу, образуя облачко пыли вокруг стола. Это привлекло внимание не только студентов, но и профессора. Доктор Уильямс, глубоко вздохнув, прервал лекцию и сказал ассистенту, чтобы тот вызвал уборщицу. В аудитории воцарилась легкая неуверенность, и люди пытались игриво предположить, что же сейчас произойдет. Скоро в аудиторию вошла женщина в форме уборщицы. Это была Анна. Ее часто видели в коридорах кампуса. Она была тихой, с вежливой улыбкой, а всегда с ведром и тряпкой. Анна казалась частью фона студенческой жизни. Никто не действовал, как будто была обзавелась какой-то важной историей. Когда другие студенты занимались учебой, сосредоточенно смотря в свои тетради, ее труд оставался незаметным для большинства. Она всегда была внимательной, доброй и отзывчивой, но всегда оставалась в тени. Пока Анна собирала рассыпавшийся мел и подметала пол, профессор, пытаясь немного разрядить обстановку, в шутку произнес: «Господа, вот сложная задача. Если даже наша уборщица сможет ее решить, то и вы тоже сможете». Он указал на формулу, сложную, с множественными переменными и граничными условиями, эффектно написанную на доске. Он надеялся создать позитивную атмосферу на фоне стресса и напряжения, которое витало в аудитории. Смех весело прокатился по аудитории, когда Анна подняла голову и с загадочной улыбкой вежливо сказала: «Можно взглянуть поближе?» Многие ожидали, что она шутит. Но профессор, видя искренность ее глаз и уверенность в голосе, жестом пригласил ее к доске. Анна положила швабру, вытерла руки об свою униформу и подошла к доске. Она внимательно вгляделась в формулу, и в аудитории повисло неловкое молчание. Никто не знал, что ожидать от уборщицы. Внезапно, после нескольких мгновений напряженного ожидания, Анна взяла мел. Первые строки вывода начали появляться на доске. Ее почерк был четким и уверенным. Она понимала, что делает, и написала несколько строк, не объясняя своих действий. Прошло 5 минут, и стало ясно, что она движется к решению. Еще 5 минут, и на доске красовалось аккуратное, полное, строгое доказательство. Аудитория взорвалась аплодисментами. Студенты, еще недавно смеявшиеся над ситуацией, теперь с замиранием сердца наблюдали за Анной. Кодируясь в математические выводы, они осознали, насколько сложно может быть решение. И в то же время, что подо все общественные стереотипы скрываются реальные таланты. Они в этот момент поразмыслили о том, что зачастую мы не знаем о способностях людей, которые окружают нас. Профессор Уильямс, глядя на доску, не мог поверить своим глазам. Он шагал к ней, его лицо было полным удивления и восхищения. «Где вы этому научились?» – спросил он. Анна смущенно улыбнулась и поделилась своей историей. «Я преподавала математику в другой стране, но, переехав в США, не смогла подтвердить свой диплом. Ее лицо при этом выражало глубокую печаль. Работы по специальности не находилось, а моя семья нуждалась в деньгах. Я пошла туда, где брали без вопросов, и стала работать уборщицей». Этот случай стал поворотным моментом не только для Анны, но и для всего университета. Доктор Уильямс, движимый интересом
инициировал процесс восстановления ее документов. С каждым днем после лекции ученики все больше узнавали об Анне, и ее личная история затрагивала сердца многих. Быстрые шаги начали приводить к возможностям, которые она когда-то считала недоступными. Всего через несколько месяцев после того знаменательного дня она уже вела семинарские занятия по высшей математике, а позднее была приглашена на постоянную работу, став преподавателем. Интересно, что после этого момента история о том, как одна женщина пришла вытирать пол и в итоге вытерла доску, перешла от студента к студенту. На протяжении нескольких лет ее случай стал своего рода мифом в университете. Каждый новый поток студентов с интересом слушал эту историю о храбрости и способности к обучению. Все как один удивлялись тому, что ожидать нельзя было. Этот поистине уникальный случай изменил не только жизнь Анны, но и восприятие многих. С того времени исчезло пренебрежение к уборщикам и работникам кампуса. Студенты стали интересоваться их жизнью, осознавая, что за стеной учебы стоят люди с собственными мечтами и ожиданиями. Они задавали вопросы и узнавали о прошлом Анны, а она с каждым рассказом открывала новые горизонты своим слушателям. Истории ее борьбы и стремления давали всем не только изюминку в учебном процессе, но и истинное вдохновение. Анна стала персонажем уважения, олицетворением упорства и труда. Скоро Анна поняла, что преподавание – это не просто работа, а возможность влиять на умы и сердца, формировать новые поколения. Она организовывала дополнительные занятия для студентов, охотно делилась своими знаниями, даже если кто-то из них не имел крепких связей или просто чувствовал себя неудобно на занятиях. Каждый раз, когда она входила в аудиторию, ее встречали не с высокомерным ожиданием, а с пиететом и интересом, как к человеку, который смог преодолеть препятствия и стать примером для других. Дни превращались в недели, а потом в месяцы, и ее популярность как преподавателя росла. Каждый семестр вся аудитория собиралась в ожидании новых уроков от Анны, ведь она всегда имела что-то интересное, что могла предложить. Никакие другие преподаватели не вызывали в них такого восторга и интереса. Она умела делать каждую лекцию завораживающей, демонстрируя не только математические законы, но и сами основы мышления. С течением времени в университете начали появляться новые инициативы. Анна, вдохновленная своим успехом и тем, как много она смогла сделать, начала кампанию по повышению осведомленности о том, как важно ценить работу работников обслуживания и предоставлять им равные возможности для обучения. Она объединила студентов, создав клуб, где обсуждались вопросы равенства, образования и необходимости видеть в каждом человеке его потенциал. И эта инициатива вскоре получила одобрение со стороны администрации, которая увидела в ней возможность улучшить общественный имидж университета. Анна также начала работать над своей книгой, где сочетала свои знания по математике с историями о том, как преодолевала трудности в жизни. Книга стала не просто учебником, но и мануалом по вдохновению для студентов, которые думали, что нет шансов добиться успеха. Ее творчество вызывало интерес у студентов и даже у профессоров. Один из таких семинаров, посвященных ее книге, собрал полный зал. Каждый хотел послушать ее мысли, исследовать, что же уберегло ее от уныния и что дало ей силы, чтобы идти дальше. Анна стала символом не только университета, но и целого поколения, которое стремилось к успеху, несмотря на все преграды. Каждый, кто сталкивался с ней, оставлял лекции, полные новых умений и свежих идей. Она вдохновляла студентов бороться за свои мечты, стойко преодолевая сопротивление обстоятельств. Однако не все были счастливы успехом Анны. Ее продвижение как преподавателя вызвало недовольство некоторых профессоров, которые смотрели на нее свысока, не желая принять новый менталитет. Они считали, что ее предыдущее состояние как уборщицы не позволило ей занять место среди интеллектуалов. Но несмотря на это, Анна не теряла уверенности в себе.
Она всегда оставалась открытой и доброй, продолжая вести свои лекции, вдохновляя других и поддерживая любой имидж, что мог показаться правильным. Прошло несколько лет, и однажды в аудиторию собралось множество студентов, обсуждающих новую книгу, которую написала Анна. Они обсуждали трудности, с которыми она столкнулась, и ее советы о том, как преодолевать трудности. Ее жизнь стала предметом восхищения и восторга. Каждый из них, читая ее автобиографию, понимали, что настоящая сила заключается не в обстоятельствах, а в духе. Каждая встреча с Анной напоминала всем, что даже самые скромные начинания могут привести к великим достижениям. Они знали, что когда-то ее место занимали цветные меловые линии на полу, но теперь ее имя было увековечено в сердцах многих. Проще говоря, Анна стала для них не просто учителем, она стала другом и примером. Всех охватывал трепет, когда она начинала рассказывать свои истории, а ее уроки уже давно стали не только о математике. Так, вне зависимости от того, какой путь они выбрали, вся аудитория вдохновилась примером Анны. Даже в том случае, если они сталкивались с неудачами или трудностями, у них была Анна, чтобы вдохновить их двигаться дальше. Все знали, настоящие успехи не всегда следуют за теми, кто уже за столом. Порой они живут в том, кто только начинает и кто не боится мечтать о будущем. В то время как ее критики даже через несколько семестров все еще не верили в ее истинные успехи, Анна продолжала делиться своим опытом и вдохновлять новое поколение студентов. Каждый из них запоминал уроки, которые она давала, и понимал, что нельзя ограничивать себя рамками познания. Они уходили от ее лекций с измененной жизнью и новым пониманием учебного процесса. Несмотря на все, что произошло, Анна не забывала свою истинную природу. Она всегда помнила, откуда пришла, что ценит в своей жизни, и что ее опыт – это лишь один из многих чудесных путей в науке. Каждый день она вспоминала о тех, кто, как она, боролся за свои мечты. Ее работа не только изменила ее жизнь, но привнесла надежду в сердца многих других, которые, возможно, никогда не видели себя в роли учителя. Конечно, она знала, что настоящая работа еще предстоит. Анна продолжала использовать свои возможности, чтобы расти и развиваться как личность и профессионал. Каждый новый день являл собой новый шанс похожего успеха для ее студентов, открывая двери для возможностей, которые многие считали недоступными. Вместе они строили новое видение образования, показывая, что в конечном счете это не стены и статус, это дух обучения и стремление к знаниям. Рядом с ней всегда были ее студенты, которые постепенно становились ее командой. Все они активно участвовали в ее уроках и стремились разделить части своей жизни в классах. Так Анна заполнила свою жизнь не только результатами студенческих работ, но и возвышением и радостью от совместных побед. История Анны – это не только о математике, но и о том, как нужно понять, что за кажущейся обыденностью можно скрыть огромный талант и потенциал. Человека могут не замечать на протяжении многих лет и годы, но порой следует проявить смелость и желание пробиться сквозь рамки, которые общество ставит на нашем пути. Именно об этом напоминает история этой удивительной женщины, которая в конечном итоге стала символом борьбы за свою судьбу и мечту. И когда сегодня студенты и преподаватели вспоминают о ней, они понимают, что иногда, чтобы добиться чего-то значительного, нужно всего лишь поверить в себя и не отказаться от мечты, даже если окружающий мир совершенно не готов к ее осуществлению.